Представители знака зодиака Рыбы. Рыбы и рыбки, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп. События октября 2023 года. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз – это лишь карты. Не расскажут они о личной истории каждого из нас или не дадут какую-то подсказку в деталях каких-то. Ну, не получится это. Но я так думаю, что мы проведем с вами приятное время, и какой-то инсайт все равно вы получите. Или, слушая этот прогноз, какая-то ваша личная ситуация, вы ее словно спокойно можете, ну, вот так на пару шагов вперед просчитать. И надо сказать, что октябрь месяц для нас будет всех очень важен. Теми планетарными событиями это постепенный выход из ретроградности разных, когда мы принимаем либо важные решения, или когда мы сможем, вот если даже оказавшись на развилке судьбы, с чем-то окончательно определиться. Если прежде была какая-то ситуация, когда тысячи неизвестных, когда что-то нам вроде бы и хочется этим заняться, но с другой стороны тянет нас назад, ретроградность все-таки учитывайте, тут поневоле нас будут, ну, как будто какие-то обстоятельства возвращать, или это как на эмоциональном уровне захочется вернуться в прошлое. А есть какая-то данность, есть какая-то конкретика, которая нам о себе заявляет и говорит: да нет, тебе все равно нужно идти вперед. Ну вот мы можем окончательно как будто принять важное решение, и именно обстоятельства нашей жизни или какая-то обстановка нас будут словно вести по этому фарватеру. Будьте внимательны. Но, скорее всего, наше решение в октябре, оно может иметь такие продолжительные последствия. То есть, если мы скажем «нет», то это на долгий период. И если мы чему-то или кому-то говорим «да», это тоже может быть связано с длительным периодом. Поэтому будьте внимательны. Ну, давайте мы узнаем. И первая у нас карта будет важное событие. Я заявила выход из лабиринта. Вот как раз, наверное, этот самый лабиринт, когда мы, ну, топчемся на месте и не можем никак принять какое-то решение. Вот важное событие и неожиданные события. Вот давайте мы посмотрим, может быть, что-то нас где-то как раз к этому выводу или какому-то выходу из ситуации нас подтолкнет. Что завершится, мои дорогие рыбы и рыбки? Какие новые двери будут перед нами открыты или новые возможности? Что может помешать, а что будет радовать и помогать? Давайте мы достанем 3 карты по основным сферам жизни, дела, работы, бизнес, как будет складываться. Что финансы на октябрь для вас? И что в личной жизни? И мы достанем еще одну карту, она как совет от карт, чтобы объединить все те, которые выпали до нее. Итак, важное событие. Тройка пентаклей, карта ученичества, карта сдачи экзамена, мои дорогие. Правда, кто-то сдает экзамены, и неважно какие. Может быть, кто-то на вождение, кто-то заканчивает курсы или еще какую-либо форму обучения. И вы уже теперь специалист, а для кого-то это будет означать, как, знаете, новый жизненный этап, который прежний я уже прошел или прошла, он пройден, он завершен, и теперь, правда, мне отсюда только вперед. По этой карте нам сразу обещают 2 момента, поскольку мы сказали экзамен. Так вот, в значении жизненный экзамен, как какое-то жизненно важное решение, которое вам придется принять. Вот так не вашим и нашим, не в 2 направлениях, а в одном каком-то определиться. И нам это в последующем будет означать, первое, как финансовый успех, какие-то знания буквально, может быть, то, что мы изучаем, мы потом можем положить себе нашего, как в основу финансового успеха нашей жизни. Поэтому в чем-то не сомневайтесь, именно в чем-то в новом. И второй момент, это когда мы можем построить карьеру, потому что подразумевает эта карта какой-то прогресс. Прогресс в наших честолюбивых планах в первую очередь. И пусть мы сейчас как будто еще себя чувствуем новичками или что нам нужно чему-то учиться, но мы пройдем все этапы вот этого пути, и мы останемся собой довольны, мои дорогие. Что-то у вас, правда, у кого-то с обучением, у кого-то с новой работой или с тем, что у вас сейчас стоит вот на повестке дня, которая касается именно ваших желаний, вашего личного роста. Неожиданности для вас.
нет неожиданностей. В неожиданностях есть какая-то, ну, своего рода бег по кругу. Может быть, по четверке Пентаклей вообще это карта якоря, как надежности. И я могу сказать, что, видимо, какое-то именно у вас будет решение. Если вы себе не добавите каких-то проблем, не будет неожиданностей. Вот как-то так. И деньги, если мы говорим, может быть, немного денег, да, но это ведь карта якоря, как мы сказали, карта уверенности в завтрашнем дне, карта подушки безопасности, материальной. Поэтому даже, понятно, денег хочется больше, но можем трактовать эту карту, что денег нам как будто хватит. Но сказать, что это будет сразу вау, и вот так вот, чтобы и на какие-то свои хотелочки, скажем так, но по этой карте нет. Вот мы можем досадовать, что нам хочется больше финансов где-то в октябре, но здесь придется считать вот такой момент. Но посмотрите, деньги в рост. Нам сказали, будешь заниматься новым проектом, будут у тебя и деньги. Тройка, четверка. А ведь эта карта как раз и подразумевает, что есть какой-то финансовый прогресс на будущее. От наших приложенных усилий, от нашего выбора будет зависеть наше качество жизни, мои дорогие. Что завершится? Действительно, мы сделаем какой-то выбор, вывод. Двойка мечей – это и есть та жизненная развилка, когда мы раз и навсегда принимаем какой-то данность, может быть, сложившиеся обстоятельства, или с учетом картины вот той, которая у вас где-то касается и личной жизни, и ваших чистолюбивых планов, обстановки, может быть, на работе, обстановки вокруг вас. Наверное, из нескольких компонентов будет состоять ваше решение, но оно будет касаться одной какой-то темы. И у вас получится это осуществить, но мы должны принимать его сами. Нам придется вот этот важный какой-то вывод в своей жизни проделать самим. И тут очень важно не слушать советы посторонних, не слушать какие-то, может быть, домыслы или рассуждения. Здесь не должно быть вообще никакой философии. Здесь какой-то холодный ум и рационализм, логика и просчет на будущее. И тогда вы больше себя сами как будто избавите от ненужных сомнений или какой-то двойственности, мои дорогие рыбы и рыбки в октябре, правда. Какую-то точку вы сможете поставить раз и навсегда. Какие же двери новые будут открыты? А вот по справедливости вам как будто судьба может преподносить, знаете, какие-то возможности и быть честным самим собой. Видеть, наверное, у каждого по-своему складывается ситуация, видеть, что на данный момент мне как будто дает судьба. Вот с этим нужно и работать, взаимодействовать и использовать то, что у вас сейчас есть, или то, что вы уже, может быть, начали делать, чему-то учиться. У нас ведь не случайно тройка пентаклей в самом начале выпадает. И вот как будто какое-то дело мы должны продолжать. Не то, что мы бросим и все. А здесь вот надо быть, почему честным самим собой? Чтобы себе каких-то иллюзий не нарисовать, чтобы не вернуться в какую-то прежнюю ситуацию, чтобы собой не рисковать. Все-таки эта карта подразумевает и об этом, какие двери будут открыты. Когда выпадает эта карта, мы собой не должны рисковать, мои дорогие. И здесь могут быть обстоятельства в вашей жизни или в той обстановке, где вы находитесь, которая тоже будет на вас влиять. Значит, не подвергаем себя риску. Когда выпадает аркан справедливости, я говорю, мы даже закон не нарушаем в минимуме. Переходим улицу там, где положено. Если мы за рулем авто, исключить тот риск, когда мы превышаем скорость. Или любой другой, мои дорогие рыбы и рыбки, риск, когда прежде какая-то ситуация, ну, может быть, она такая была 50/50 в отношении какого-то закона или постулата, положения, подзаконного акта. То есть, когда мы говорим «прокатывала», а здесь не прокатит. Вот здесь мы что-то не должны себе сделать со знаком минус. Будьте внимательны. Что может помешать? Знаете, вот как может по тузу жезлов, по идее, ведь это всячески положительная карта каких-то новых возможностей или нашего решения. Тут может нам помешать горячность. Что нам говорят принимать решения холодной головой. А если мы принимаем где-то, ну, так вот, знаете, скатываясь на эмоцию или на какой-то восторг, или на чьи-то обещания, опять же, да, или предложение, которое
может быть, звучит так, знаете, заманчиво или сразу «золотые горы», то мы себя под удар поставим, чего-то мы лишимся, потом станем один на один с какой-то проблемой, которую, возможно, будем решать даже с законом. Вот иногда такое все может проиграться. Не рискуйте с собой, правда? Тут может не так все радужно выглядеть на самом деле, как нам могут какую-то информацию подавать. Или мы сами где-то, соскользнув на эмоции, скажем: ах, была не была. Вот такое тоже, помните, двойка мечей, холодный ум, и сами принимаем решение. Что будет помогать? Туз мечей, правда? Выход какой-то из лабиринта у вас должен быть, и сделать вы его должны именно сами. Ведь двойка мечей, и вот он туз мечей. Вот из этой двойки нужно принять какое-то окончательное решение. И это будет для вас окончанием периода каких-то неопределенностей, какого-то, знаете, постоянного ненужного баланса, каких-то возвратов дежавю в прошлое. У кого-то возвратов, может быть, в отношения, которые уже тоже себя изжили. У кого-то может такое проиграться. Или какой-то вашей теме, когда ретроградность, знаете, это вообще в целом проверка нас и наших намерений на прочность. Нас будет словно пространство провоцировать. Или, знаете, как внутренним голосом: ну, вернись назад, там было так хорошо, там было все понятно. А задача-то ведь в том, чтобы идти вперед. Вот поэтому мы должны пройти этот этап сомнений очень достойно. И из этого лабиринта мыслей мы должны выйти. Нам это будет помогать. Однозначное какое-то решение. Не оставляйте себе какой-то двойственности. Может быть, ни в делах, ни в мыслях, ни в отношениях. Что-то должно быть определено, как мы говорим, на берегу. Четко, ясно, понятно, холодно, здравомысляще. Дела, работа, бизнес для вас. Ну, здесь у нас дела семейные, или какое-то счастье, или какая-то радость, есть вдохновение, какие-то новости. Может быть, это вы будете заниматься своим бытом, иногда проходит место нашего проживания, мы что-то улучшаем, но это еще и наши близкие. Вообще приятные эмоции. У кого-то может проиграться, ну, кто знает, какое-то эмоциональное теплое общение или решение вопросов, которые вас будут радовать. Что-то вас порадует, мои дорогие, ведь это карта счастья знаете, в таком глобальном благополучии, когда уравновешены все сферы нашей жизни. И это будет радовать. Значит, вы даже отстраивая что-то новое, принимая решение, и как будто вот мы сказали по тройке пентаклей, начиная даже чему-то учиться. Есть баланс, мои дорогие, есть вот этот самый якорь, когда мы себе говорим спасибо, правда, но вот что-то очень доброе, хорошее, благодаря нашим правильным каким-то решениям, буквально сразу не задержится, а проявит себя уже в октябре, и вы себя похвалите за правильные какие-то выводы, которые вы сделали. Что по финансам? Восьмерка пентаклей. Одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу. Мы будем видеть свой прогресс финансово. Буквально нам человек кует пентакли. И поэтому, чем бы вы тут ни занимались, либо вы что-то изучаете, значит, свои знания примените как-то на практике, либо вы учитесь чему-то, значит, в последующем ту профессию или тот навык, то ремесло, которое мы получим, мы тоже применим на практике. Будут у нас карта, говорит, деньги в рост, будет денежный прогресс, но где-то рассчитываем мы сами на себя, мои дорогие, правда, две карты шикарные, личная жизнь. Какой-то отъезд, уход, переход, может быть, от вас, человека, или вы куда-то отправитесь, ваша поездка куда-либо, к новым берегам, это новые возможности для вас. У кого-то это может означать как раз вот тот выбор по восьмерке кубков, когда мы ищем, какое решение принять, или выход из создавшегося положения, и по этой карте мы его находим. По восьмерке кубков мы как будто принимаем важное Соломоново решение. Вот у кого-то это может и касаться семьи, хотя у кого все хорошо в отношениях, посмотрите, десятка кубков, нам сказали, карта счастья. Но как будто мы, дорогие рыбы и рыбки, вы не уйдете от какого-то выбора в своей жизни. И правильную какую-то позицию занять в октябре для вас будет очень важно. Давайте совет от карт.
И еще раз нам тройка пентаклей, рыцарь пентаклей в пользу чего-то нового. Рыцарь пентаклей едет медленно. И для кого-то из вас, правда, поездка, переезд или вы на новом месте, когда от нас требуется внимание к деталям, что говорят люди. Мы именно учимся чему-то. Может быть, это какой-то ваш новый проект или ваша новая работа. У кого-то это могут проиграться вопросы, связанные с детьми, со взрослыми, может быть, детьми. И по этой карте ведь тоже есть какой-то прогресс. Мы как будто закладываем основу длительного марафонского забега. Мы сейчас не должны ожидать какого-то быстрого эффекта. И правда, тройка пентаклей нам говорит, что мы словно начинаем, но впереди уже обещается прогресс и у вас дважды, потому что следующий выпадает четверка, якорь. Нам карта говорит: продолжай. Вот какое-то дело, которое вы уже начинали, вы не должны бросить. Потому что более чем перспективы ваши прекрасны. У кого-то это будет, может быть, и в отношениях касаться, у кого-то, может быть, по работе, у кого-то совершенно новый какой-то период жизни, связанный с новой должностью, может быть. Или вы начали свое ремесло, новое дело. Но есть все равно, мои дорогие, рыбы и рыбки, элемент новизны в вашей жизни, и все карты нам говорят, как бы ты ни сомневался, просто, видимо, определиться вы должны, понимаете, вот холодным умом, научиться, может быть, исключать какие-то эмоции, чтобы не попасться в какой-то лабиринт еще раз, лабиринт собственных мыслей в первую очередь. И поэтому какой-то прогресс вам уже карты обещают. Перекладывайте на себя, мои дорогие рыбы и рыбки, и будьте счастливы и любимы всегда.